Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас снова приветствует магазин Мир моделей. Меня зовут Павел. Сегодняшняя наша с вами встреча посвящена нанесению камуфляжа с помощью пластилина Patafix. Вот, я вам сейчас его продемонстрирую. Данная продукция имеет вот такой вот внешний вид. Что это из себя представляет? Это не что иное, как так называемый офисный пластилин. Вот такого плана колбаски, который обычно в офисе делят на несколько частей и на него наклеивают на стекло какую-нибудь записку и так далее. В нашем случае данный Patafix используют для окраски моделей. Кроме того, хотел бы обратить ваше внимание на что, кроме известного, предлагаем вам сегодня вот это вот клеющаяся масса Patafix, имеется еще в продаже. Она, правда, продается не в сети наших магазинов, но в строительных магазинах ее можно найти. Называется Blu-Tack. Они отличаются только фактически цветом. Blu-Tack имеет синий цвет. Вот таким вот образом выглядит Blu-Tack. Вот, он не имеет разделения как Patafix на маленькие квадратики, но нам в принципе это здесь и не нужно. Вот клеевые свойства их примерно одинаково. Вот для чего это нужно? Я сейчас покажу на примере модели. Моделизмом я занимаюсь уже больше 15 лет. Застал еще те времена, когда окрашивали модель и наносили камуфляж при помощи томиевского скотча. То есть брали какую-то, например, ленту, наклеивали ее, потом с помощью модельного ножа наносили какой-то рисунок камуфляжа, после чего, аккуратненько отрывая данный вот тот самый, переносили это на модель. Вот. При этом возникала одна очень интересная особенность данного скотча, поскольку он не имеет возможности тянуться, и в местах сопряженных деталей он давал четкие ровные линии, что в реальности при нанесении, допустим, человека, который красит модель, допустим, в частях, механик краскопульта, таких вот деталей можно было не добиться, что в принципе снижало, так сказать, зрелищность модели. Кроме того, вот, например, в моделях танков, в моделях самолета это менее выражено. В моделях танков очень часто находятся всякие возможности вентиляционной решетки, которые нужно окрасить. И очень часто находится шансовый инструмент, полки, изгибы броневых листов, которые красятся все вместе. То есть буквально, если даже здесь находились какие-то инструменты, лопаты, ломы, они красили все вместе. Поэтому именно выходом для этого явился вот такое вот приспособление вот, для моделистов. То есть получается, что он не создан специально для моделистов, а именно моделисты придумали его использовать для своих целей. Преимущество его в том, что в отличие от обыкновенного пластилина, которому все хорошо знают и занимались, какие-то делали поделки в детстве, он не оставляет жирных пятен. Вот, потому что жирные пятна через краску имеют свойство просачиваться. Вот, и в дальнейшем получается очень некрасиво. В принципе, модель может быть даже испорчена на этапе покраски. Вот. Вот. Каким образом, значит, вот здесь вот кусочек Patafix, вот мой личный. Его можно использовать многократно. Вот. Его нужно очень хорошо размять. Я вам покажу применение Patafix и Blu-Tack на примере нескольких моделей. Это вот модель самоходной установки Су-85 от фирмы Dragon. Вот. И покажу вам хорошо известный аппарат, который мы использовали в одной из передач. Значит, сразу отвечу на вопрос моделиста, почему они белого цвета. Они загрунтованы из такого вот баллончика и подготовлены к окраске. Теперь, значит, для облегчения визуализации, чтобы было хорошо видно на белом, мы будем использовать Blu-Tack. Но в принципе я в основном использую, так уже сказанный вами, Patafix.
Он белого цвета, но я думаю, что чтобы он здесь не сливался, это будет более наглядно. Таким вот образом, вот, раскатывается в такие вот колбаски тот самый клеящаяся масса. И вот таким вот образом, согласно опять же этим наставлениям, рекомендациям, вот наносится прямо вот поверх всяких всевозможных углов. Она плотно прижимается. Ну вот, и допустим, ну, нужно покрасить вот этот вот угол. Вот таким вот образом. За счет того, что он гибкий, можно изображать всевозможные повороты, наслоения и так далее. Вот у нас сейчас есть в данный момент, у нас есть вот этот участок, мы должны закрасить. Стоит вопрос о том, что как замаскировать те участки модели, которые не должны подвергаться окрашиванию. Здесь несколько вариантов. Вариант есть один, это использовать тамильский скотч. Вот. Но по своему опыту могу сказать одно, что это довольно-таки дорогой метод. Можно использовать, допустим, вот такой вот какой-нибудь обыкновенные пакеты. Вот, его можно, допустим, там, порезать и вот таким вот образом наклеить, потому что клейкая масса имеет свойство прилипать вот таким вот образом, и прямо по ней модельным ножом вот таким вот образом прямо по так называемым колбаскам вот, сделать. Вот. Либо есть еще третий вариант, которым лично я пользуюсь. Я использую обыкновенную всем известную фольгу. Можно ее в любом хозяйственном магазине купить. Наверняка она есть у вас дома. Можете спросить ее, как правило, у своей мамы. Берется вот таким вот образом фольга. Вот. Она наклеивается, причем таким образом, чтобы проминались вот те места, где у вас находится непосредственно, я уже не один раз говорил сегодня, такое, может быть, немножко смешное название, колбаски. Вот таким вот образом. Вот. Потом мы также ее аккуратно здесь начинаем вот таким вот образом по колбаскам. Модельным ножом мы прорезаем. Вот. И проминаем ее. Чем удобна фольга, то что она позволяет проминать. Вот. И прямо по центру аккуратненько режете. Довольно-таки получается очень даже удобно. И вот сейчас мы вот так вот таким вот образом вынимаем. Вот непосредственно. Может где-нибудь он, конечно, отскочить. Но вот таким вот образом у нас вот есть готовый участочек под покраску. Вот таким же образом можно наносить камуфляж на авиацию. В данном случае это модель в 32 масштабе Mustang от фирмы Trumpeter. Здесь также нанесены колбаски уже заранее. И здесь вот ненужный участок, который не должен подвергнуться окраске, он именно замаскирован фольгой. Еще раз я показывал уже коллегам, еще раз я вам покажу сейчас. Он тоже вот, как и здесь, накладывается с запасом. Таким образом. И по колбаске, вот они ее промять желательно. Таким образом вы обрезаете модельным ножом фирмы. Я использую нож модельной фирмы Тамини, лишнее. Таким образом вы отсекаете. И вот таким образом у вас есть участок, который не должен подвергнуться окрашиванию. Вот. Сейчас мы с вами сделаем еще одну вещь. Мы попробуем в качестве эксперимента задуть, допустим, несколько панелей для того, чтобы продемонстрировать именно преимущество данного метода. Так, для нашего дальнейшего с вами процесса я подготовил вот такую красочку, развел ее штатным растворителем.
и залил ее в аэрограф. Сейчас я приступлю к окрашиванию. Вот таким вот образом я произвел покраску. Сейчас он немножко просохнет. И для чистоты эксперимента мы воспользуемся старым дедовским способом и нанесем, как делали это давно, вот, допустим, какие-нибудь полоски, имитирующие камуфляж на крыле известного вам уже самолета по прошлой нашей программе. Вот, и потом сравним результаты. Я думаю, что вам очевидно станут многие вещи. Wow. Ну вот, сейчас пока наш маленький самолетик будет высыхать, я хочу объяснить несколько нюансов. При использовании вышеупомянутых уже Potafix и Blu-Tack хотел бы ваше внимание обратить на следующий момент. При покраске нужно четко выдерживать тот угол, с которым вы начали красить. Как вы красите, так вы должны под этим углом идти. Если вы будете постоянно менять угол подхода аэрографа к окрашиваемой поверхности, будут возникать так называемые поддувы. Потому что Potafix и Blu-Tack здесь играют роль барьера. Вот такого выпуклого барьера, который, в принципе, делает окрашивание немного размытым. Как получается, в принципе, в реальной жизни на настоящих самолетах. Вот. Поэтому внимательно смотрите за тем, под каким углом вы красите, и старайтесь этот угол сохранять от начала до конца. Это будет непросто, потому что, допустим, в частности, самолеты имеют сопряженные детали, здесь идет крыло, и этот угол сохранять сложно. Но тем не менее, я думаю, что если вы постараетесь, у вас все получится. Вот. Ну вот, теперь мы посмотрим, что у нас вот с этим самолетом. Конечно, еще лакокрасочный слой еще не высох, но я вам уже сейчас могу, в принципе, продемонстрировать и показать. Вот у нас покрашено с помощью масок из томиевого скотча. В чем нюансы? Если присмотреться очень внимательно, то при этом здесь дается, так получается, так называемая кромка. Видите, нету плавного перехода от одного цвета к другому. В этом основной и недостаток окрашивания с помощью томиевского скотча. Кроме того, что я еще сказал, что кроме того, что камуфляж на настоящих самолетах очень часто идет через фюзеляж, через крылья, через задний хвостовой стабилизатор, оперение. Поэтому выгнуть и выложить такие камуфляжные маски очень сложно. Хотя в истории авиации известны случаи, когда многие фирмы использовали стандартные окрасочные маски. Так, например, британские спидфайры использовали два типа камуфляжа, и у них были специальные шаблоны. Но шаблоны эти представляли очень толстые резиновые покрытия, которые накладывались на крыло и обдувались аэрографом. Поэтому там даже маски, в принципе, кромочки вот такой вот быть не должно. Вот. Теперь мы посмотрим непосредственно наш Мустанг. Вот теперь снимаем. И вот здесь вот сразу же могу сказать одно, что граница более комфортная. Но вот здесь вот именно то, о чем я говорил. Вот здесь вот самый лучший результат именно здесь. А здесь непосредственно моя ошибка, которая, как я уже ранее вам говорил, заключается в том, что аэрограф был под разными углами. И поэтому здесь, если присмотреться внимательно, есть маленькие как бы поддувы. Их можно, в принципе, убрать наждачной бумагой, но будет уже эффект как бы потерян. Таким вот образом. Сейчас мы еще откроем как бы вот здесь вот.
Вот пошла вот эта самая лучшая, которая есть размытая линия. Видите, с небольшим и даже микро поддувом. Вот таким вот образом. You dangerous, you lunatic, lunatic, lunatic. Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Вот и наша модель, которую я вам показал в самом начале, модель самоходной установки. Вот мы тоже окрасили участок. Теперь мы аккуратно снимаем ненужную нам уже в данный момент фольгу, снимаем маски и получаем вот такой вот результат. Конечно, этот результат немного утрирован, но в данном случае моя задача была вам показать именно, как это все работает. Вот опять же вы видите, что здесь есть вот такой небольшой маленький едва различимый распыл. Самое главное, что здесь нету жесткой кромки, резкого перехода от одного цвета к другому, потому что в обычной жизни все это накрашивали с помощью краскопультов, и такой четкой границы не могло быть. Вот такой вот эффект. Ну вот, уважаемые коллеги, подошла к концу наша сегодняшняя с вами встреча. Я объяснял вам основные принципы и нюансы работы с окрасочными свойствами так называемых клеящих маск Botafix и Blu-Tack. Ну вот, я попробовал использовать в качестве наглядного пособия несколько, вот тут 3 модели с использованием вот такой вот еще фольги. Вот, я надеюсь, что сегодняшняя наша передача поможет вам выбрать тот способ и те инструменты, которые позволят наиболее лучше показать вашу модель. Она будет наиболее исторически достоверна и очень красиво, и главное, правильно окрашена. Вот. До новых встреч, всего вам наилучшего. Меня зовут Павел, это магазин Мир Моделей.